Имя, адрес, профессия. Я с тобой разговариваю, шлюха. Последний раз. Имя, адрес, профессия. Так ты ничего не добьешься, Симон. Я тебе объясню. Садись, дружок. Где шлялся всю ночь? Ты что, не в своем уме? Ну вот, ты не услышал вопроса. Где ты провел эту ночь? О, кретин взбесившийся! Сядь. Клиент получил от тебя оплеуху. Он в смятении, говорить не может. Черт возьми, дерьмо ты! А если с ним вежливо обращаться, добьешься чего угодно, дружок. Ливия Долорес Мария Монтебланко. Улица Сен-Жак, 3. Проститутка. Вот так вот. Один из самых успешных французских актеров Жан-Поль Бельмондо, которого называют нестареющим сердцеедом. Его педагоги говорили, что с такой внешностью он сможет играть разве что злодеев, ведь на девушек такой герой будет только наводить ужас. Однако впоследствии и на экранах, и за кадром он производил на женщин противоположный эффект. Жан-Поль Бельмондо без труда завоевывал сердце первых красавиц и также легко их разбивал. В 70 лет он стал отцом, а в 75 развелся с женой и закрутил роман с молодой красавицей, которая словно отомстила ему за всех брошенных женщин. В то, что чемпион Парижа по боксу с его непрезентабельной внешностью и перебитым носом когда-нибудь станет актером, не верил никто. Однажды его отец-скульптор попросил своего друга, худрука Комедии Франсез, устроить ему прослушивание, и тот заявил, что Жан-Поль абсолютно непригоден для сценического искусства. Когда в 20 лет он решил поступить в консерваторию драматических искусств в Париже, на вступительных экзаменах преподаватель ему вынес неутешительный вердикт. Вряд ли вам нужно связывать свою жизнь с искусством, молодой человек. С такой внешностью на сцене делать нечего. И уж точно не надо перед камерой целоваться с женщиной. Герой-любовник – это не ваше призвание. Все равно никто не поверит. Его все же приняли, но многие педагоги считали его безнадежным. Мало того, что он был злостным прогульщиком и дебоширом, так еще и претендовал на роли романтических героев. Один из преподавателей на экзамене ему сказал: «Невозможно представить себе, что ты со своей рожей будешь обнимать на сцене женщину. Зритель этого не переживет, весь зал будет покатываться со смеху». А вот женщины так не думали. Несмотря на то, что Жан-Поль никогда не был красавцем, на представительниц противоположного пола он умел производить впечатление. Его друзьям и коллегам оставалось только удивляться тому, как легко Бельмондо покорял первых красавиц Парижа. Однажды, встретившись с ним на съемках, актер Жан Габен сказал: «Этот парень некрасив, но в нем есть что-то, что было во мне и что нравится женщинам». Еще в юности он заявил: «Без женщин я ничто». Официально он был женат дважды, а о количестве романов без ложной скромности говорил: «Кратковременных интриг у меня было несколько сотен». Актер признавался, что впервые проявил интерес к женской красоте еще в 5 лет, когда под любыми предлогами прорывался в мастерскую отца, где ему позировала их очаровательная молодая горничная Жанет. Сам он считал, что серьезных романов у него было 6. Когда ему было 20 лет, он познакомился с танцовщицей Рене Константен. Он называл ее Элоди по имени героини спектакля, в котором тогда играл. Они поженились и прожили вместе 13 лет. Элоди подарила ему 3 детей: Патрицию, Флоранс и Поля. Их семейное счастье вряд ли можно было назвать безоблачным. Когда на актера обрушилась громкая слава после выхода на экраны фильма Годара, на последнем дыхании его начали одолевать поклонницы. И нельзя сказать, что он оставался безучастным к их вниманию. Позже Бельмондо говорил, что Элоди была единственной женщиной, которая не пыталась им командовать и во всем его поддерживала. Она пыталась не обращать внимания на слухи об отношениях мужа с партнершами по съемочной площадке. Но ее терпение лопнуло, когда он в открытую начал крутить роман с актрисой Урсулой Андрес. Элоди сама подала на развод и позже призналась мужу: «Когда я узнала о твоей измене, то выплакала столько слез, что они заполнили бы бездонный колодец нашего летнего домика в Кап-Ферра».
Швейцарская актриса Урсула Андрес прославилась в образе девушки Бонда и к тому моменту считалась одной из самых красивых и притягательных европейских актрис. Их роман с Бельмондо был бурным и разрушил две семьи, ведь ради актера Урсула развелась с мужем. Вместе они провели 7 лет. Она с удовольствием появлялась вместе с ним на светских приемах и вечеринках, упивалась вниманием прессы к их паре. И охотно позировала под руку с Бельмондо, но создание семьи в ее планы не входило. А Бельмондо, несмотря на всю свою ветренность, все же искал надежный тыл. Позже Урсула говорила: «Возможно, находясь рядом с Жан-Полем, я высмеяла весь свой смех, отпущенный мне Всевышним на целую жизнь. Во всяком случае, после того, как мы расстались, я утратила чувство юмора и почти перестала улыбаться». От Урсулы Андрес Бельмондо ушел к еще одной красавице-актрисе, итальянке Лауре Антонелли, девушке года журнала Playboy и звезде откровенных фильмов. Она тоже ради актера развелась со своим мужем, и вместе с Бельмондо они тоже провели 7 лет. Их брак был гостевым. Она жила в Риме, он в Париже, и они ездили друг к другу по выходным и на праздники. Лаура слишком ценила свою свободу и так и не решилась на создание семьи со знаменитым сердцеедом, что и стало причиной их расставания. Когда актер ее бросил, Лаура впала в депрессию, стала злоупотреблять спиртным и даже пыталась свести счеты с жизнью. Опасаясь за ее здоровье, Бельмондо продолжал с ней общаться и поддерживал ее на протяжении нескольких лет. Но в его сердце уже была другая женщина. Ему было уже 48 лет, когда в его жизни появилась 20-летняя модель из Бразилии Мария Карлос Сотомайор. О ней актер говорил: «Это мой мотор, муза, наконец, сила, которая влечет меня к жизни каждый день». И снова отношения продлились 7 лет, и снова девушка о замужестве и слышать не хотела. Все свое время она посвящала вечеринкам и другим мужчинам. На прощание она подарила ему щенка-терьера, злорадно пожелав найти счастье хотя бы с этой самкой собаки. Второй законной женой актера стала манекенщица и танцовщица Натали Тардивель. Сотомайор очень бы удивилась, если бы узнала, что они познакомились именно благодаря той самой собачке по имени Майя, которую она ему подарила. С тех пор Бельмондо с ней не расставался. И однажды увидел на руках у женщины такого же терьера. Он подошел к ней поговорить об их питомцах и вдруг обнаружил, что их объединяет не только любовь к собакам. Девушка была моложе него на 30 лет, и никто не ожидал, что этот союз окажется долговечным. Однако Натти вела себя совсем не так, как его предыдущие избранницы. Она приезжала к нему в театр на репетиции, а после отвозила домой и кормила любимыми блюдами. Она была рядом с ним, когда случилась беда. Во время пожара погибла его старшая дочь, а вскоре Бельмондо слег с инсультом. Больше полугода Натти выхаживала его. Именно благодаря ей он вновь научился ходить и говорить. И через 2 года, когда актеру исполнилось 70 лет, у них родилась дочь Стелла. Но еще через 5 лет Натти встретила другого мужчину, своего ровесника, и Бельмондо ее отпустил. Ему было уже 75 лет, но ставить крест на своей личной жизни он не собирался. Последней избранницей Бельмондо стала бельгийская модель Барбара Гандольфи, на 43 года моложе него. За те 4 года, что они провели вместе, друзья не раз пытались его образумить, уверяя актера в том, что она его обманывает. Он не верил даже после того, как его особняк дважды ограбили, и говорил, что девушка вернула ему радость жизни. Как оказалось, Барбара действительно была мошенницей и однажды перевела с его счета на свой 200 тысяч евро. Бельмондо отказался от судебных исков в ее адрес, но после этого с ней расстался. С тех пор актер остался в одиночестве. Судьба не раз дарила ему шансы построить крепкую семью, но он вновь и вновь наступал на те же грабли. Хотя, если бы ему предложили прожить свою жизнь заново, он наверняка не стал бы ничего исправлять. Умер Бельмондо 6 сентября 2021 года в Париже, ему было 88 лет. Hello.
Привет. Привет. Грегори Пек. Его называли последним джентльменом Голливуда, а он, несмотря на 2 брака, отчаянно боялся женщин. Человек, о котором не ходят слухи. Такой славой в Голливуде пользовался Грегори Пек. Актер, казалось, был воплощением понятия о человеке чести. Люди, знавшие Грегори, не могли понять, в чем секрет феноменального успеха актера у представительниц прекрасного пола. Да, он обладал весьма привлекательной внешностью, но находились мужчины и красивее. И все же он был единственным в своем роде, его мужская харизма буквально сбивала с ног. Когда продюсер Дэрил Занук позвал его на роль царя Давида, он объяснил свой выбор тем, что у актера библейское лицо. Это действительно лицо, если не с иконы, то уж точно с плаката, но при этом лишенное плакатной фальши. Элдред Грегори Пек родился 5 апреля 1916 года в небольшом калифорнийском городке Лахоя. Его отец был смешанного происхождения, армянина из Англии по отцу, ирландского по матери. Мать бросила отца, когда мальчику было всего 3 года. Будущего актера воспитывали отец и бабушка. Мальчик учился в католической школе и больше всего не любил, когда его называли Элдредом. Возможно, имя напоминало мальчику о матери, предавшей его. Пек учился в военной академии Сент-Джон в Лос-Анджелесе и в Калифорнийском университете в Беркли. В университете он особое внимание уделял литературе и актерскому мастерству, выступал на подмостках университетского театра. В 1939 году он получил степень бакалавра наук, однако решил пойти по актерской стезе и отправился в Нью-Йорк. Бродвей принял его негостеприимно, и Грегори вынужден был работать зазывалой на ярмарках. Затем он стал гидом при телестудии NBC и даже, на какое-то время, манекенщиком. Он прошел курс актерского мастерства по методу Станиславского, благодаря полученной им стипендии. После 2 театральных сезонов Пек отправляется на Бродвей. Все 3 спектакля, в которых он принимал участие, не получили успеха. Но актера заметили, его игра была положительно встречена театральной критикой. Заметил его и Голливуд. В 1944 году Пек сыграл роль русского партизана в кинофильме «Дни славы», где его партнером по фильму была Тамара Туманова. В 1944 году он снялся в фильме «Ключи от Царства Небесного». Фильм сделал его звездой. В 1946 последовала первая номинация на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» фильм «Ключи от Царства Небесного». За 50 лет работы в кино Пек снялся более чем в 50 фильмах. Несколько раз его номинировали на «Оскар», но только 1 раз ему удалось получить статуэтку за кинокартину «Убить пересмешника», в которой он сыграл роль адвоката Аттикуса Финча. Фильм вышел на экраны в 1962 году. Большой успех в творчестве Грегори Пека имел фильм «Римские каникулы» 1953 года. Главную женскую роль исполнила Одри Хепберн. Роль принцессы Анны стала одной из первых ее значительных ролей в кино, которая принесла ей премию «Оскар». У Грегори, уже успешного и знаменитого актера, и Одри Хепберн, начинающей и юной актрисы, остались друг о друге теплые и искренние воспоминания. Пек говорил о своей партнерше по фильму. В Одри не было ничего фальшивого. Она обладала счастливым характером и умела очаровывать людей. Она не была похожа на тех хищных, фальшивых, болтливых женщин, которых так много в кинобизнесе. Мне она очень нравилась. Я по-настоящему любил Одри. Ее было очень легко любить. Одри Хепберн также с добротой вспоминала о Грегори. Пек всегда смешил меня перед началом съемок. Нам было хорошо вместе, никто не устраивал сцен, не возводил эмоциональных барьеров. Я очень скоро научилась расслабляться. Я доверяла им, и они ни разу не обманули моего доверия. Хотя Грегори часто приписывали страстные романы, его личная жизнь не была столь насыщенной, как могло показаться. В одном из интервью он как-то сказал:
Женщины пугают меня, я всего лишь стеснительный деревенский парень. Впервые Грегори пошел под венец за 2 года до того, как дебютировал в кино. В 1942 году он женился на финке Грете Кукканен. Спустя 2 года родился первенец супругов Джонатан, в 1946 появился на свет Стивен, а еще через 3 года Кэрри Пол. Поначалу в семье было все замечательно, но уже в начале 1950-х отношения в семье Грегори стали более прохладными. Он и его жена начали отдаляться друг от друга. Говорили о романе Грегори с актрисой Ингрид Бергман, но он сам предпочитал не распространяться на эту тему, хотя признавался, что свою коллегу во время съемок фильма «Завороженный» он даже любил. Но не меньше он любил и Одри Хепберн во время съемок «Римских каникул». А потом в его жизни появилась Вероника Пассани, французская журналистка, с которой он познакомился на одной из своих пресс-конференций. Тогда уже было совершенно понятно, его отношения с супругой давно зашли в тупик, а развод просто неминуем. Актер решился пригласить Веронику на свидание. Правда, через полгода после знакомства и не на ужин, как принято, а на ланч. За первой встречей последовала вторая, после которой оба осознали, что не хотят расставаться. Уже на следующий день после развода актер женился во 2-й раз. Однако Грета Кукканен никогда не обижалась на мужа, бывшие супруги не только расстались без ссор и скандалов, но и сохранили дружеские отношения до конца жизни. Вероника родила мужу 2 детей, сына Энтони и дочь Сесилию. Ей хватало мудрости не изводить супруга ревностью, напротив, она слишком хорошо понимала, какое напряжение испытывает муж на съемках и в зоне постоянного пристального внимания со стороны общественности. Он жаждал уединения, где мир наружного не мог бы его достать, где он мог бы насладиться покоем и компанией близких. Он часто отмечал, что женщины своей импульсивностью и стремлением поддаваться чувствам пугают его, вплоть до случайных проявлений. Получая письма от своих поклонниц, Грегори порой был просто поражен. Некоторые из них были готовы на многое, лишь бы провести с ним хотя бы одну ночь. Актер не имел намерения отвечать на внимание миллионов своих поклонников, но он также не желал обижать ни одну из них откровенным отказом. Именно поэтому его личный секретарь отправлял ответные открытки, извиняясь и объясняя. Расписание актера насыщено по минутам, у него не остается ни секунды на свободу, не говоря уже о целых ночах. У этого актера было доброе сердце, спокойный характер и неисчерпаемый запас таланта и обаяния. Женщины-коллеги, с которыми он работал, отмечали его галантность и уважительное отношение. Он не впутывался в интриги. Ему была нужна лишь Вероника. Грегори Пек скончался в июне 2003 года, держась за руку своей возлюбленной, после 48 лет совместной жизни. Для многих он остался последним джентльменом Голливуда и просто хорошим человеком. Кто приходит в мой дом и убивает моих близких, того должен убить я. И это справедливо. Гойко Митич. Самый знаменитый индеец СССР Гойко Митич по национальности серб. Он стал символом мужества для мальчишек советской эпохи, а девушки буквально засыпали актера письмами, иногда даже предлагая создать семью. Однако, как выяснилось, артист никогда не женился, и у него есть логическое объяснение этому выбору, которое он даже озвучил. Будущий актер родился 13 июня 1940 года в селе Стройковцы, Сербия, Югославия, в крестьянской семье. Раннее детство мальчика пришлось на военное время. Отец, Живоен Митич, был активным участником партизанского движения. Мальчик с детства увлекался спортом, играл в гандбол и футбол, занимался легкой атлетикой, гимнастикой, греблей. Он даже входил в сборную Югославии по гребле. Потом это умение пригодилось на съемках фильмов про индейцев, когда осваивал пирогу, вспоминал позже он. Гойко окончил Белградский институт физической культуры и собирался стать спортивным тренером, но судьба распорядилась иначе. Дебютировал в кино Гойко Митич в 1960 году, вначале как дублер, снявшись в английском историческом фильме «Ланселот и королева».
И почти сразу же сыграл эпизодическую роль в итальянской картине «Сеньор ночи». Так началась череда эпизодических и второстепенных ролей актера Гойко Митича, имя которого порой даже не указывали в титрах. Но все изменилось в 1965 году, когда в его родную Югославию приехали кинематографисты из ГДР снимать вестерн по роману Карла Мая «Сыновья Большой Медведицы». Во время кастинга встал вопрос: а кто будет играть роль индейца? Пересмотрев множество претендентов, съемочная бригада в один голос заявила, что лучшим из всех был Гойко. И Митич оправдал возложенные на него надежды и совершенно гениально исполнил свою первую знаковую роль индейца Такеита. В 1967 году вестерн «Чингачгук. Большой змей» закрепил успех предыдущей картины, снятой по мотивам романа Фенемора Купера «Зверобой». В 1968 году вышла в широкий прокат советско-немецкая картина «След сокола» с участием Гойко Митича и Барбары Брыльской. Фильм имел огромный успех в социалистических странах и в первую очередь в Советском Союзе. Гойко Митич так сроднился с киностудией Дефа, что даже переехал в Восточную Германию, где и живет до сих пор. Армия поклонников фильмов про индейцев требовала все новых приключенческих картин. И кинематографисты, выполняя заказ зрителей, снимали увлекательные восточноевропейские картины с участием Гойко Митича, которых было создано достаточно много. Всего за 17 лет было снято 12 картин, которые вошли в сокровищницу европейского и мирового кинематографа. Гойко Митич не признавал дублеров и, будучи европейской знаменитостью, все трюки на съемочной площадке выполнял сам. Вот что актер сказал в одном из интервью: «Вы можете не поверить, но за всю жизнь я не получил ни одной серьезной травмы. Исполнил сотни самых невероятных трюков, а у меня не было ни переломов, ни вывихов». Но мало кто знает, что самым сложным во время съемок для Гойко Митича оказалось курить трубку мира. Актер вел здоровый образ жизни и был большим противником курения. Можно только представить, каких усилий стоило ему сохранять в кадре спокойное выражение лица, в то время, когда он курил трубку. По словам артиста, в эти моменты у него в горле стоял ком и страшно першило. Это может показаться странным, но при такой бешеной популярности Гойко Митич никогда не был женат. Однажды артист сказал: «У меня нет времени для семейной жизни. Ни одна женщина не хочет за меня замуж. А на нескромные вопросы отвечаю: у меня все нормально с ориентацией. Я не одинок, но бумажка и штамп для меня не так важны, как просто крепкий союз мужчины и женщины». Во времена ГДР люди не так интересовались частной жизнью. Что человек делает, как он это делает, с кем встречается и так далее. Сегодня под влиянием бульварной прессы люди стали любопытными, все надо разузнать. Я считаю это ужасно, я не могу понять, зачем копаться в личной жизни каждого. Когда что-то есть между двумя людьми, то это больше никого не касается. Это моя частная жизнь, она как маленький сундучок с сокровищем, который принадлежит только этому одному человеку, и никому больше нельзя туда заглядывать. Так говорил артист о своей личной жизни. К середине 1980-х годов зрители потеряли интерес к фильмам про индейцев, и Гойко Митич начал вести детскую спортивную телепрограмму в ГДР. В это же время он снимается в военных сериалах и работает в театре. Митич запомнился в картине «Любовь и королева» 1977 года, которая является экранизацией пьесы Гуго Марии Тюдор. И громко о себе заявил в приключенческом телесериале «Фронт без пощады» 1984 года. А на театральной сцене Гойко Митич потрясающе и вдохновенно играл Спартака, Робин Гуда и многих других персонажей. Но индейская тематика для Митича не закончилась. В театре в Шверине до недавнего времени он в течение многих лет исполнял роль индейца в знаменитой пьесе «Полет над гнездом кукушки». По слухам, Гойко Митич живет в Копенике, это один из районов Берлина, со своей дочерью и любимой женщиной. Он продолжает вести активный образ жизни и иногда снимается в фильмах.
Красивый, фактурный американский актер Том Селлик, 1945 года рождения, рост которого составляет 193 сантиметра, является олицетворением мужественности и силы на экране. Журнал People включил его в список 50 самых красивых мужчин. Но в своей частной жизни Том скромен, мягок и непритязателен. Томас Уильям Селлик родился 29 января 1945 года в городе Детройте, штат Мичиган, расположенном на севере США. Его отец Роберт занимался недвижимостью, мама Марта, помимо Тома, воспитывала еще 3 детей, сыновей Роберта, Дэниела и дочь Марту. Известно, что в юные годы артист всего себя отдавал спорту. Именно увлечение баскетболом и легкой атлетикой сделали Селлика обладателем рельефной фигуры и отменного здоровья. Том поступил в колледж Лос-Анджелеса, чтобы жить с семьей и не тратить лишних денег. На первом курсе за счет стипендии по баскетболу Селлик перешел в университет Южной Калифорнии, где играл за мужскую баскетбольную команду. Один из преподавателей посоветовал ему попробовать себя в актерском мастерстве, из-за чего Том бросил вуз на последнем курсе и окунулся в изучение азов актерского ремесла в театре Беверли-Хиллз. В молодости параллельно с лекциями и экзаменами харизматичный юноша подрабатывал моделью, благодаря чему его и заметили. В 1980 году наступил звездный момент в карьере Тома, когда он получил основную роль в сериале Дональда Беллисария «Частный детектив Магнум». Сериал шел в эфир в течение 8 лет. За это время Селлик стал известной личностью, снимаясь не только в этом сериале, но и в других интересных кинопроектах. Однако, как часто бывает, роль детектива, приносящая ему популярность и несколько престижных наград, таких как «Золотой глобус» и «Эмми», превратила его в актера, связанного с одним персонажем. Известно, что из-за подписанного долгосрочного контракта Том отказался от роли Индианы Джонса, которую ему предложил режиссер Джордж Лукас. Эту роль впоследствии исполнил Харрисон Форд, что сделало его мировой звездой. В 1988 году создатели сериала «Частный детектив Магнум» объявили о его закрытии. Позже актер признался, что это было его решение, так как в тот момент в его жизни появилась будущая жена Джилли Мак, и он полностью погрузился в личную жизнь. Вторая причина, по которой актер попросил сценаристов убить его персонажа, была огромная физическая усталость. Несмотря на великолепные пейзажи Гавайев, где проходили съемки, актер был измотан до предела. В 1997 на большие экраны вышла комедия режиссера Фрэнка Оза «Вход и выход». В картине Селлик перевоплотился в журналиста с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а коронным моментом фильма стал 40-секундный поцелуй с партнером Кевином Клайном. Примечательно, что на съемки этого эпизода ушло 30 дублей, так непросто дался этот поцелуй 2 гетеросексуалам. За пару лет до съемок в фильме Селлика уже относили к гомосексуалистам. В 1991 году в американской газете была напечатана статья под названием «Любовные секреты Томаса Селлика, поведанные его отцом». С содроганием вспоминая об этом, Том говорил, что в суд можно было подавать только за то, какое лицо было у его отца, когда он увидел такое в газете. Тогда разгневанный Селлик отсудил у порочащего его имя издания $20 миллионов. Ранее актер подавал в суд на журнал, опубликовавший материал, в котором утверждалось, что Том завел интрижку с актрисой Викторией Принципал, с которой артист даже не встречался. О своих отношениях с представительницами противоположного пола Том никогда особо не распространялся, предпочитая не делать из своей личной жизни достояние общественности. Поэтому в сети крайне мало информации о его романтических связях. Известно только, что первой женой актера была модель Жаклин Рэй, сына которой он усыновил через несколько месяцев после свадьбы. В 1985 году Том познакомился с британской танцовщицей Джилли Мак, которая стала его второй супругой. Свадьба состоялась через 2 года после их первой встречи. Джилли подарила Тому дочь Ханну Маргарет. Сейчас Том редко снимается в кино. Рассудительный актер, очаровавший женщин всего мира своей обаятельной улыбкой и густыми усами, славе предпочел обычную, тихую жизнь. На собственной ферме выращивает авокадо и невероятно этим доволен.
Бёрт Рейнольдс – человек, который в конце 70-х входил в категорию самых дорогих звезд Голливуда. Талантливый актер одинаково легко справляется и с ролями суровых мужчин, и с образами жизнерадостных балагуров. Им завоевано множество престижных наград, в том числе Эмми, «Золотой глобус». «Ночи в стиле буги», «Все или ничего», «Полицейский и бандит» – самая известная картина с его участием. Будущий обладатель Эмми и «Золотого глобуса» появился на свет в американском штате Мичиган в феврале 1936 года. Среди предков мальчика были представители разных национальностей, в том числе и индейцы племени Чероки. Бёрт Рейнольдс не единственный ребенок своих родителей, в семье также родились две девочки. Отец звезды был сотрудником полиции, мать занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. После окончания школы Бёрт Рейнольдс поступил в один из университетов Флориды, привлекая внимание своими выдающимися спортивными достижениями. Он активно участвовал в американском футболе и стал лидером университетской команды. Надеясь на успешную спортивную карьеру, его мечты разрушила травма колена, полученная в автокатастрофе, где другой водитель был виновником. Не дождавшись вручения университетского диплома из-за этой травмы, Рейнольдс бросил учебу, игнорируя протесты родителей. Он решил, что его будущее лежит в актерской сфере, и начал стремиться к известности. Сначала он начал сниматься в массовках различных фильмов, вскоре став постоянным гостем нью-йоркских киностудий и частым участником ток-шоу. Чтобы привлечь внимание общественности, он соглашался на фотосессии в обнаженном виде, чем заслужил некоторую скандальную известность. О том, как выглядит настоящая слава, только в 1972 году получил представление Бёрт Рейнольдс. Фильмография малоизвестного актера тогда обзавелась его первой звездной картиной. Это был криминальный триллер «Освобождение». Лента повествует об экстремальных приключениях четверых приятелей, пожелавших испытать свои силы в качестве покорителей природы. Внимание к себе актер смог привлечь снова благодаря драме «Медвежатники». Критики тогда отметили, что это первая настоящая характерная роль актера. Он великолепно воплотил образ взломщика сейфов, которому на пятки наступают молодые конкуренты. Кроме того, он стал активно заниматься озвучкой, в частности, принимал участие в популярном мультфильме «Все псы попадают в рай». Среди успешных фильмов с его участием можно выделить такие хиты, как «Безумие», «Полицейский с половиной», «Ночи в стиле буги». В период своей популярности Бёрт Рейнольдс был известен своими многочисленными романами с известными женщинами, такими как Тэмми Винет, Люси Арнас, Сьюзен Кларк и Кристин Эверт, как утверждали журналисты того времени. Он не подтверждал, не опровергал эти слухи о своих романтических связях. Его первой женой была клоунесса Джуди Карне. Однако у них не было детей, и их брак скоро окончился разводом. Затем он был женат на актрисе Лани Андерсон, с которой у него есть сын по имени Квинтон. В настоящее время он не состоит в браке. Самая необычная сплетня, героем которой в свое время стал Рейнольдс, приписывала ему такую болезнь, как СПИД. Эти слухи не имели с истиной ничего общего, они возникли из-за того, что Бёрт в течение длительного времени очень плохо выглядел. Однако заболевание, которое он успешно победил, не являлось СПИДом. Актер, когда-то входивший в группу самых высокооплачиваемых голливудских звезд, официально был признан банкротом в 1996 году, однако несколькими годами позже сумел выправить свое материальное положение. Рейнольдс скончался от сердечного приступа в медицинском центре «Юпитер» во Флориде 6 сентября 2018 года в возрасте 82 лет.